Я вчера увидела такой шортс, короткий. Вот Мгм. там из камеры наблюдения видно, что через дорогу идет человек в темной одежде с таким темным рюкзаком, а за ним крадется так вот человек в белой кофте, и видно, что он готовится уже к нападению, и тут он подбегает, хватает этого мужчину, который идет впереди, и видно, что он его повалил, и как-то этот сидит человек на земле, а этот то ли нож держит возле горла, то ли схватил его за горло. Вот. И вдруг из этого мужчины, на которого произошло это нападение, выходит такая сущность, и видно, что она как бы ногами приросла к ступням, и такая больше ростом в 2 раза, наверное, чем сам человек, и этого нападающего просто бьет, как боксирует несколько раз, не притрагиваясь к нему. Этот чувствует эти удары и убегает. Вот. И мне Мгм. стало это интересно рассмотреть этот феномен, потому что в эфирном плане, когда мы работаем с людьми, иногда такие картины есть, что в человеке как бы две сущности. Но всегда это бывала как бы сущность какая-то чужеродная, энергетическая, злая. И такие феномены я наблюдала, когда, например, человек занимался, ну, откровенно какой-то магией, да, какие-то боевые искусства, которые наносили вред людям или что-то еще. А у меня вопрос такой. И э, посмотреть, было ли это вообще на физическом плане, или это типа искусственный интеллект сейчас любые видео делает. Ну, я тебе скажу, да, это мне первая мысль, которая пришла, а было ли это в реальности, да? Было ли? Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, я вижу, что кто-то как будто бы что-то нарисовал, и вот так эту картинку на листе показал, а, как будто бы в секторе магии кто-то сидит, и я слышу фейковая история. Мгм. Можем выходить. Можем ходить. Так, хорошо. А найти в эфирном пространстве, м, Да ну, смотри, я нашла тут, эту камеру, мгм. и Что там на самом деле, да? на камере такой черный, как ну, перекрещено. Крестик такой. Что это значит? И от этого крестика идет к этому человеку, считывается фейкомет. Мгм. Хорошо. Ютубер, какой-то Тогда, узкоглазый, мгм, ну, китаец. отсоединись. Да это Отсоединись не от важно. всех и от всего. Мгм. Найди, тот случай, когда ты сама вот видела, считывала похожую ситуацию, когда вот в человеке была похожая сущность, которая Да. также прикреплялась к ногам. Я вижу, и я вижу, она говорит это сущность роботизированным голосом, Так. имеет явную магическую структуру. Мгм. И Ам, как она действует на человека, в котором она находится? Буквально я вижу как будто бы человека, вот где эти ступни, где она держится, как такая платформа, как будто бы человека прибивают этой платформой вот так молотком. А, Оно как магическое мышление считывается, актуализация программ насилия, то есть актуализация, акт действия, программ насилия, магическое мышление. И я вижу, Так. что я слышу конвертация, идет, это все вот происходит как бы в секторе магии, но вот Мгм. идет как какой-то механизм, и я слышу конвертация а, идей коммунизма идет. Что это за идеи коммунизма? Так, что это такое?
коммунизма, вот это эгрегор, это как воровской общак. Я вижу эгрегориальную структуру, оно считывается как общак, выглядит буквально как будто такая, эм, как камера большая, но она круглая. И вот Мгм. камеры многоэтажные, где там на ярусах сидят эти заключенные, ну, только это внутри как полое, абсолютно как шар изнутри. Оно Так. считывается как воровской общак, и это промежуточная сфера. Вот эта сфера промежуточная, и она связана с эгрегором коммунизма. Коммунизм — это, я вижу, такой, как сущность огромная, Мгм. а вот этот общак, он как бы привязан к пенису этой сущности, как шар, Мгм. знаешь? А эта черная сущность, фактически это такой же объект, которого я видела, и вот который вот там есть в этом ролике. То есть это Мгм. как такой дикий человек, скажем, какое-то человекообразное существо, но имеет такие непропорциональные, очень огромные широкие плечи, там маленькая голова. Вот. Мгм. Оно считывается как фашизм, нападение, атака, Так. И как магическое это мышление. влияет на человека? Вот то, что он подключен к этому общаку, этому Сейчас я вижу, эгрегору. что это заставляет его быть агрессивным. И вот эта атака, действовать, атаковать. Потом я слышу лгать, потом Мгм. вытворять я слышу. Вытворять дикобразие. Мгм. То есть не гармоничные, не гармонию творить, а идет вытворять дикобразие. Но я не вижу этого зверя дикобраза, но оно идет так. То есть Мгм. дикую образность, Так. А образовывать монстров. посмотри, когда вот эта платформа прибивается к человеку, да, Да. что происходит в это время на физическом плане? Как люди вот попадают Ну, я туда? вижу, что зависимость от действий своей агрессии. Я вижу, что буквально человек становится такой маленький, как будто бы срастается с этой платформой, и вот эта энергия какая-то желтая, вот это как напасть, ударить кулаком. Сейчас я считаю, что это. Оно считывается как зависимость. Так, Зависимость от от чего? нападения, от атак. Мгм. То есть это какой-то образ, жизни, образ мышления человека приводит к тому, что оно к нему подключается? Да, а в Или как это? голове я вижу такая черная книга, как открытая, Так, с что какими-то это? штуками, как иероглифы, объемные такие. Так. Она появляется с этой платформой или она как-то до? Да, да-да-да. То есть это одна конструкция. То есть эта платформа, как бы привязка к этому, к этой системе эгрегориальной заставляет человека агрессивничать в его и в его, а, хочу сказать, в голове, звучит книга, в его книге. Так. Прописывается, я слышу, матрица дьявола. А А что что это значит в такое? его книге? Ну вот там, где мозг должен быть, там книга черная. С такими как будто бы выглядит как черный туман, и такие выглядывают, как объемные а, буквы какие-то, иероглифы. Так. А как эта книга влияет на человека? Что и поменялось, если сравнить, когда ее не было и когда она Я появилась? слышу, что он потерял себя, и я вижу, когда эта книга появляется у человека в голове, то его божественная душа вот из сердца вот так как-то так нагнулась и вылетела, и попадает как через сектор магии, потом через этот воровской объект, через Мгм. эту матрицу.
а, попадает как бы в пенис этому Люциферу. Вот, я вижу его внутри, как яички, матрица Мгм. создания реальности. Так. А ты говорила, что через эту книгу идет подключка к матрице, Ну да, дьявола? да, я же вот То это есть все это оно и смотрю. есть это, да? Да, да. Мгм. То есть, Так, человек свою божественную душу как бы вот, туда теряет. так, и что тогда происходит вообще с человеком, когда он с этой конструкцией живет, туда подключен? Я слышу расчленение, и я вижу, что те люди на физике, они как монстры, вот они это могут делать физически, а в эфирном плане я вижу такой огромный, как тесак, который разделяет человека вот так. Сначала вот так рубит левое, правое, отделяет, разделяет, а потом как бы разделяет вот так вот каждый сегмент. Я слышу каждый сегмент власти над собой. То есть каждая это, скажем так, энергетическая чакра, это как сегмент власти над собой, власти над своим целостным куполом сознания. И его вот так вот расчленяют, и каждый потом идет отдельно. Я вижу, как будто бы стекает энергия с этих разделенных эм, энергетических центров, а на физике это происходит, я вижу, как хаос в голове, в сознании. Человек как будто бы вот так расторможен, не видит, не понимает ни себя, ни других. И он работает, я слышу, робот. Он превращается в робота, биоробот. Вот. Мгм. Интересно, как это... И оно проявляется вот так, ну, как эти маньяки происходят. А потом я слышу в застенках. Потом я вижу, эти люди как бы других людей ловят и измываются над ними, пытают. Мгм. Также эти люди, я вижу, я слышу, идут на фронт, семейные убийства и все такое. Мгм. Я слышу неизбежность, смерть, потому что у них душа расчленена. У них нет согласия между разными частями своего сознания, потому что вот эти энергетические центры — это как центры управления сознанием целостным, но каждый сегмент еще и несет как фрактальную частицу информацию о всем целом. И получается, что как бы они расчленяют и получают доступ ко всей личности, ко всей структуре энергетической человеческой души, но из-за этого раздробления, расчленения мне идет, то э, то человек как бы сам уже не может это все собрать, потому что Мгм. между этими частями как будто вот эти черные остаются следы, они как клетка. Мгм. Правильно я понимаю, что эта структура, она встраивается, в человека определенного какого-то склада ума, мышления или, ну, вот, не знаю, Ну, я вибраций? слышу, да, магическое мышление. То есть А, это чу захватить власть, я слышу, чужим путем. Мгм. Так, хорошо. Потому что Так. самый властный человек — это тот, который владеет своим собственным сознанием и контролирует свою жизнь. Тогда Мгм. он способен выстроить всю свою жизнь, я слышу, добровольно, по собственному плану. То есть он, как бы вся Вселенная, чистая, святая, э, работает на него. То есть он как бы заручился поддержкой всех конов Всесвіту и способен сделать все, что он только хочет, он творец. А, и точно так же получается только в противоположном направлении. И здесь человек получает целостность и жизнь души, а здесь он получает как бы ну, противоположное. Это, я слышу, вечная гибель, вечная смерть. Мгм.
Так, Расчленение души. считай, почему это видео привлекло твое внимание. Есть какая-то цель, может быть, у твоего подсознания? Я слышу, что вот так идет мне духовная целостность, настроиться на исходный источник. И я вижу, мое внимание идет как бы в сектор первоисточника, и я вижу, я слышу миссия исцеления Вселенной. Мгм. Ты что-то Через сейчас хочешь? осознание божественной сущности. То есть вот это, что мне пришло, что я есть поток. То есть Мгм. я есть отображение, во мне прописано, в моей божественной душе. Это моя душа, как, ну, не только моя, я о себе говорю, но это Мгм. каждый человек, когда он осознает, что он является неотъемлемой частью божественного замысла, божественной, и его душа, его жизнь, его, это только фрактальная небольшая часть общей Вселенной, общего сознания человечества, и только через осознанность каждого отдельного, я так и слышу индивидуума, произойдет вот этот квантовый скачок в сознании. Мгм. Так, хочешь ли ты сейчас в соответствии с этой своей миссией что-то сделать или передать какую-то информацию в пространство наше? Я слышу, почему-то я изменила время. Что это значит? Я слышу, что я остановила часы. Какие часы ты остановила? Какой-то циферблат, и как будто цифры, ну эти не цифры, а как их, стрелочки возле 12. Я слышу, что я остановила цикл. Какой цикл? И возле этой стрелочки такая какая-то черная штука, как будто горящий черный уголек, который огромный, я вижу его в космосе летит, и я слышу остановка созидания. Что это И значит? я вижу какое-то событие космического масштаба, и там такой, как летит какой-то космический, слышу, нашествие. Нашествие чего? Это было в прошлом. Мгм. А, Сколько, я сколько слышу там лет или комаров. столетий? Комаров, какие-то комары. Я вижу Так. сущности, они как будто из... Но они не комары, они выглядят как цикады. Нет, даже не цикады, а как эти зеленые вот эти, не кузнечики, а как саранча или что-то такое. Мгм. Так, считай, кто они такие. Они почему-то мне идут как комары, но выглядят у них глаза вот такие по бокам и Мгм. руки вот такие вот какие-то. И они прозрачного цвета. Считываются как это программы, управляющие сознанием человека. Так. О, а помнишь, я тебе говорила, что нужно сеанс мне сделать, потому что я, когда спала 2 дня назад, да, я утром делаю всегда эту, сканирую свое пространство, и я Мгм. вдруг увидела, что для меня вот кто-то как будто бы по мне где-то, ну, вот так повыше, как будто бы кто-то вот ползает туда-сюда. Я его посмотрела, и вижу такая прозрачная штука, как медуза. Мгм. И я спросила, кто она. И я увидела, что вот это такая аморфная штука была, и такая, как будто бы крючком связали такую цепочку к моей голове. Когда я посмотрела, что там за зацепка, то я увидела мою маму, которая меня рожала с сестрой, ну, а мама там чуть не умерла, и я вижу, как ей положили эту на
маску кислородную. Мгм. Вот, кислородную маску положили, а мне не хватало воздуха. И мне сразу пришли вот эти воспоминания, что я не могла никогда бегать на длинные дистанции, хотя я очень спортивная была, атлетикой занималась. Я бегала только на 100 метров. Мгм. Плавала я только тоже на короткие дистанции, тоже на 100 метров. Длинные я не могла, у меня не хватало дыхания. Потом, ну, такие всякие ситуации. Вот. И я это проработала, и эта программа ушла. И я сразу увидела, зачем Илья Цельнозор Мгм. распространял этих медуз. Это как раз и есть та За субстанция. Это как эти программы, они считываются иногородние, иностранные, чужие, Мгм. которые Так. контролируют сознание. Это как управляющие программы, которые не дают возможности проработать их, потому что человек так, ну, психика человека так создана, что ошибки автоматически прорабатываются через осмысление. А именно эти импланты инородные, они эм, препятствуют проработке э, то есть этих блоков естественным путем. Я просто это увидела, потому что должно быть так. Человек вспомнил что-то, отменил это, то есть принял новое решение, он же прошел какой-то жизненный путь, опыт получил, и все, и Мгм. оно должно раствориться. Никто не имеет права как бы удерживать человека в том прошлом. И мне опять идет, что я изменила время, пустила его как бы вспять. И я Так, вижу, ну, давай сначала медузу эту проверь. Убрала ли ты ее полностью со своего пространства, эту цепочку от своей головы? ну, ее нет. Я вот так как смотрю, ищу, Мгм. ее нет. Так, хорошо. Тогда вернись к тому, что ты остановила время. Да. Что там произошло? Для Ну, чего ты остановила время? опять этот черный такой горящий уголь летит. Так, И что опять это я такое? слышу укус комаров. Укус комаров. Эти программы, они приходят через магию, я слышу, через нехватку воздуха. И я вижу, что в секторе магии идет, что означает этот образ, нехватка воздуха. Так, что Я слышу обозначает? переход из воплощения в воплощение. Мгм. Символ, Как это это? символ смерти. Мгм. А что этот укус комаров? Что это значит? Но я слышу пришельцы из других измерений, из других миров, и это связано вот с этим горящим черным углем. Так, а с какой целью они пришли из других миров? И я слышу собирать. Я вижу, как этот демон как будто бы берет людей и вот так через эту конструкцию, которая считывается как фашизм, коммунизм, и вот это общак воровской, как бы запихивает к нему же в яички, а, я слышу конгломерат сознания человеческого. И там у него в этих черных яичках все светится внутри. И М, внутри, и когда я вот так заглянула, я слышу томление душ. И Так, а с это какой целью? выглядит, как будто бы их там тушат. С И какой целью этот демон собирает их там у себя? я вижу, как через эти творцы, то есть забирается их творческая энергия, и они творят этих демонов, сами же демонов сознания, вот этих. И эта энергия прямо течет туда вниз, в нижний портал, и там питает совершенно другое пространство, там другое измерение.
Так, хорошо. А как ты с этим всем связана? Эта тема Я слышу, питания другого пространства. что я помню своей смерти, и мне идет, что у меня как бы нет подключки к этим моментам, что я могу как бы спокойно это анализировать. И вот эта стрелка, она так приближалась к какой-то, как будто бы к 12. Я Так, и слышу что было бы? запустить цикл снова, запустить цикл снова, опять Так, как будто бы уничтожить, что уничтожить? опять человечество уничтожить. Мгм. И получается вот такой, как, знаешь, как наутилус вот так закручивается. Мгм. Но только там вот эти так, как бы, я слышу, запустить процесс заново. То есть они это уже проделывали не Ну, мне один вот так раз. почему-то пошло 5, нет, 4 раза. Вот так, как будто бы рука, и один палец вот так, а остальные вот так, 4. Так. А каким образом ты остановила этот цикл? Я слышу, я поняла себя, Мгм. и я вижу, что это не вдруг это произошло, а это вот как бы постепенно. И в конце концов я пришла к этому, что я смогла увидеть вот этого, оно считывается как дикобразие, вот Мгм. эта медуза. То есть это имплант, который поддерживает у людей магическое мышление. Так. Ну, проявляй, если хочешь, это все на свет, эту всю Да, конструкцию, эту передавай магию, внутреннюю информацию. магию. То есть это внутренняя Да. магия. Я подумала, ну, я же не ненавижу магию, не магичила. А, мне сразу пришло, что, вот эта внутренняя магия или саботаж, самосаботаж, да, то есть не хватает воздуха, то есть это как символ самосаботажа, самосаботаж. И именно это, опять идет это слово инфлюенция. Что такое инфлюенция? Так. Что такое инфлюенция? Читай. А, Я слышу, как, как будто бы работать на расстоянии, то есть оно действует на расстоянии, я слышу. Так, что это значит? Ну, в А, чем его действие на расстоянии? Я слышу поддержание магических программ сознания. И именно вот этот какой-то клочок, Так, какой черный, вот клочок? как вот эта штука. Сейчас я рассмотрю. Мгм. Это генетическая память, общий резонанс, Так. коллективная память. Память чего? Я слышу о преступлениях прошлого, и опять вижу 4 пальца. Мгм. Эти циклы. Да, эти циклы. Я слышу А, демографическая катастрофа, истребление а, человечества. а чьи это преступления? Вот этого монстра, который в его чреслах как бы держит этих творцов, которые творят. Вот. Сам человек, ну и не только человек, даже животные и растения– это все творцы. У нас мир творцов. Растение Мгм. творит само себе подобных. То есть это совершенная уникальная экосистема, вот, и они захватили эту экосистему, и я вижу, что животные на них работают, когда изменили свой код поведения. Растения, вот я вижу эти растения, которые пожирают даже животных. Вот, Мгм. и цвет– это человек, как бы царь над этим всем, он тоже работает своим мышлением для того, чтобы создавать вот этих энергетических монстров. Так, можем мы проявить на свет всю эту конструкцию этого монстра, это питание другого пространства, этого Да, всего, все, этому что вот здесь символическому происходит? человеку,
Вот с этой книгой в черной в голове, с этими Мгм. иероглифами, этими символами. Я говорю: "Сними книгу из головы". Мгм. Говорю: "Очисть свой разум". Да. И он Всем с ним. таким человекам передавая эту информацию о том, что они, Это если хотят, то коллективное могут сознание. Вот этот человек — это, снять. да, Мгм. символ коллективного Хорошо. сознания. И это снять эту магическую, привязку, и это мышление я ему передаю, всему человечеству передаю информацию о том, что каждый из нас — это уникальная система творения света, добра. И стоит только перефразировать свои цели, переосмыслить и оценить себя по достоинству, как есть. Потому что истина заключается в том, что мы источник, каждый человек, абсолютно какой бы он плохой не был, он пока не Мгм. знает просто, кто он такой, и поэтому творит по магическому пути. И вот эти все эзотерики, вот это все, это только усугубляет эту ситуацию и делает наш мир еще злее. То есть люди просто Мгм. заколдованы и продолжают колдовать по темному пути, а могут Так, достичь всего и более легким и праведным путем — это использовать силу ясности ума, силу сознания. так. Передай эту всю информацию, если хочешь, всем светлым душам, Да, те, я кто там передаю, и захвачены, те, кто освобождается. да, и сейчас Ты я хочу сделать как освободился. семейные расстановки, восстановить порядки любви в нашем сознании. У меня Мгм. идет рациональном сознании. И Так. я принимаю мир такой, какой он есть, и благодарю, что лично я, а ко мне могут присоединиться каждый, кто М. захочет. Благодарю за тот опыт, который я прошла, моя божественная душа, через воплощение, через нехватку воздуха, через эти все испытания, и выбрала свет, гармонию и творение по чистому святому образцу. Я творец живой божественной энергии, всего живого, точно так же, как каждая божественная душа. И я по своим потокам, я вижу, как я поднимаюсь, и от меня такие, как такая, знаешь, как матрица, как паутина такая сияющая, но она вся, как интересно, она выглядит как такой огромный шар. Вот я как стою, а вокруг меня образуется такой шар. Но вот эти все там искорки, которые вот переплетение, оно все геометрическое, правильное. То там Мгм. души других людей, мы все связаны друг с другом. И я принимаю каждую живую душу, которая пришла в этот мир, как божественное начало, и отправляю все негативные программы, вот эту черную магию, туда, откуда она пришла. Мгм. Я распространяю свет и творческий потенциал через все эти эгрегориальные структуры. И я вижу, как, как будто бы вот я глазами так проникаю и смотрю туда, 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 всюду смотрю. И оно такое все там в этих эгрегорах, такое как серая слизь. Я их М. всех растворяю силой мысли и намерения всех светлых душ и силой намерения Первотворца и восстанавливаю коны справедливости, любви и гармонии, а также все принципы восстановления справедливости. И восстанавливаем коны любви, принадлежности, Мгм. равновесия. И призываю, зову каждую живую душу, которая заблудилась в магических этих паутинах, пусть отправляет туда, откуда это пришло, все темное, ненужное, все эти пауки, все эти монстры. Пусть Комары. каждый творец собирает свою энергию и отменяет свое решение когда-либо создавать этих духовных монстров. Мгм. Так, и что происходит? Произошел какой-то, как звук такой, как будто бы дверь какая-то закрылась. Так, что это? Я слышу Закрылось. предприятие целостности,
И я вижу, как я вот стою возле этого циферблата, и вот эта энергия, которая вот так как будто бы из сектора магии, так сзаду, как этот уголек горящий черный, М, он раз туда ушел, и циферблат этот раз и тоже пропал. Я мгм, слышу, времени нет. мгм. О, Так, посмотри, как изменилась ситуация с этим циклом очередным. ну вот он исчез. Мгм. Я Хорошо. слышу принятое решение о глобальной катастрофе, о разрушении нашего мира. Оно звучит где-то вот так. Так. И чье это решение? Кто Я слышу, хозяин этого решения? это мое. Я слышу Мгм. мое и моих последователей. А мы Мгм. пришли давно, чтобы заявить об этом. Я вот вижу, как так вот я стою здесь, а я, знаешь, как провозглашатый. И Мгм. много-много людей вот так стоят, как таких вот, и, и вот так вот потянулись, потяну, куда они. Мгм. А я Так. слышу род божественных душ и как бы в сектор первоисточника. Так. И что провозглашают? Мир. Мгм. Хорошо. Как сейчас выглядит пространство? Оно вот куда-то все исчезло. А вот эти все люди стоят, как ангелы. И у них вот так вот книги вот здесь. Вот так вот. И они поют. Так. Что это за книги у них? Сейчас я посмотрю. А там, вот я посмотрела, там написано: "Миссия исполнена". А кто это люди эти, которые стоят и поют? Ты первая возле меня вот тут стоишь. А я в твою книгу посмотрела. Мгм. А там Женя так тык-тык-тык-тык Мгм. А помахал. какая миссия исполнена? А миссия, очищение, мира от, этих, лямблей, медуз этих, от этих программ, Мгм. уничтожения мира. То есть эти программы, они как бы поддерживали, исполнение вот этих, так называемых пророчеств. Мгм. Хорошо. Спроси у себя, все ли мы сегодня сделали? Да, я слышу, цикл закончен, и я закрыла это видео, которое я увидела. Мгм. Хорошо. Тогда будем выходить? Да, мы будем выходить. Хорошо. Тогда отсоединись от всех, от всего. Мгм. Поднимись максимально вверх. Да. Проверь свое личное пространство. Очисти от всего чужеродного. Закрой все порталы. О, как интересно, смотри. Они хотели увлечь, вот этим видео, да, а, в какие-то непонятные разбирательства. А я сразу М. вот это считала, да. То есть этот Мгм. и сейчас я опять это увидела, и эту камеру, видеокамеру, и там просто так Ну, перекрас. их можно только поблагодарить, что благодаря этому видео мы с тобой рассмотрели этот циферблат, этот цикл и завершили свою миссию. Да, Так, я проверь считаю свое так. личное Да, все пространство. чисто. Мгм. Тогда наполняемся живыми энергиями Подожди еще любви. одну секундочку. В Мгм. моем пространстве до сих пор, как бы в секторе магии, я снова услышала это тяжелое дыхание моей мамы. Она как будто бы все время умирает у меня там. И я ей Так. передаю, хотя она уже и воплотилась, я ей передаю, чтобы Ты она посмотри, соединилась. на чем она держится в твоем пространстве. Где зацепка, подключка. Вот она как-то держится, у нее как бы, сейчас я к себе не могу найти, как будто бы вот так, как будто бы уже не держится, но почему она, сейчас я посмотрю с левой стороны, где, с правой нету. Сейчас я сканирую, одну секундочку. Проявляй все на свет,
Да, я вижу убирать с все левой запреты стороны. Сейчас, одну на секундочку. считывание. Сейчас я просканировала, и я вижу, что Мгм. она держится вот здесь, возле головы. Есть такая, как квадратик такой черный. И от этого Так, квадратика это считывается как трансформатор, как какая-то деталька, ну, имплант какой-то. И вот так оно идет. так. Э, Как т- этот имплант на тебя действует? Я слышу воспоминания, то есть оно меня как бы отключает и возвращает а, Мгм. к этому блоку. а, Какому Угроза блоку? жизни. Я буквально сейчас посмотрю, где я в этом моменте. А я вижу, что я внутри у мамы, я еще не родилась. Я как будто бы ищу выход и не могу найти. Мгм. А кто хозяин этого квадратика? Приказываем проявиться. Я вижу, считывается в этом квадратике такая энергия, как черная морда с такими зубами. Послушай, а 2 дня назад что произошло? Перед этим, ну, 2 дня еще ну, 4 дня Мгм. назад меня вдруг начал зуб болеть. Мгм. Вот. И я как бы не обратила сначала внимания, а потом обратила на него внимание и спросила себя, а зачем мне это нужно? Дуся даже сказала, ой, мама, наверное, ты поедешь первая в Украину, там поремонтируешь свой зубик. А я подумала, зачем оно мне надо? И прямо увидела свое внимание вот здесь. И я себе сразу как бы представила, что зуб здоров, я здорова, мне это не надо, что я могу себе делать, ну, поремонтировать или что, не потому, что оно заболело, а просто потому, что я решу когда-то, да, эту Так. короночку, например, поменять. Мгм. И я просто почувствовала и даже увидела своими глазами вот эту желтую энергию, которая шух вот так вот. Это насилие вот это желтое, это родовые программы. И именно тогда Мгм. вот я просто ну, на физике ощутила, что человек может управлять своим здоровьем. Так, И хорошо. да, и на А следующее как утро это вот появилось вот это, что с мамой. как эта боль зубная связана с этим квадратиком? Я вижу, что это через материнскую. Нет выхода. Я слышу, вот услышала, нет выхода. То есть перед рождением. А Это чьё это? тупик. Ч чья вот эта мысль, посыл, что это вот чьё это? Нет выхода. Кто хозяин? И я вижу, что внутриутробно тогда у меня, когда я была ребеночек, буквально к сексуальной чакре, так, как шланг черный. Я вижу, Так, что идет как в сектор духов, прямо в сектор кто духов, там? и там кто-то показывает как бы экран, как бы зеркало такое, а, считывается заблуждение. Так, кто Кто-то меня находится в секторе заблуждает. кто находится в секторе духов? Приказываем ему проявиться. Опять тупает ногами этот монстр. О, этот монстр. Тот же монстр. Это его Мгм. изобразили там. И этот монстр. Так, Это как приказываем подсказка. отвечать. И Кто опять он эти такой? комары там идут. Ну, эти как с лапами с такими прозрачными. Мгм. Так, кто хозяин этого монстра, этих комаров? Приказываем ему проявиться в его пространстве. М. Почему-то идет сигма. Даже не знаю, что это такое. Что это такое? Сигма. Ам, В секторе интерферентов появляется как черный спрут. А сигма что такое? Да, считай, что такое сигма. Я вижу, что во рту у этого спрута, у него клюв такой, и Мгм. он как будто бы проглотил что-то. У него как будто бы он, знаешь, как такая веревочка с таким мешочком, а этот мешочек, а веревочка тянется к этой ситуации, где я ищу выход и где звучит выхода нет. Так, Это что он программа. проглотил? Я слышу мой успех.
мой прогресс, Мгм. Мгм. умение находить нужную дверь, нужную возможность, то есть открывать невозможное, достигать Так. невозможного даже. Когда он это, проглотил, что происходило в этот момент на физическом плане? Я рождалась. Но самое интересное, когда он это сделал, когда он проглотил, то я вижу, что эта энергия сигма. А почему она звучит сигма? Короче, она вот так как на 100 кусочков раздробилась у него как бы внутри, Мгм. и образовались такие, как ниши. Э, Это части моего сознания, как бы рассыпались тогда. И каждая Так. моя эта частица как будто бы разделена и не чувствует общего плана сознания. М. Вот оно что. Когда человек целостный, он управляет своим сознанием, и он, когда воспоминания приходят, он их четко понимает, чувствует, они приходят в нужное время, и он принимает решение. А когда вот этот имплант есть, он закрывает эту возможность, и человек, его же частица сознания вот там, и эта частица сознания, которая связана с общим полем сознания человека, она видит перед собой вот эту закрытую дверь. Мгм. Так, считай, что это за энергия сигма. Я слышу внутренний стержень, потенциал, и вот так как раскручивается энергия возрастания. Так, вот эту сигму, которую ты увидела, это кто хозяин этой энергии? Ну, это вот моя энергия, Так, которую когда ты ее проглотил этот вот. в этот же момент, когда ты рождалась, правильно? Да, когда я вот, мама же умирала, Мгм. я как бы выхода не видела и решила, что выхода нет, и это Так, запечатлела. хорошо. В этот момент образуется ли какой-то контракт в твоем пространстве? Да, я его слышу. Он где-то звучит от сектора интерферентов, и опять я это имя Проявляй, слышу. Сигма. проявляй этот контракт. А я слышу голос какой-то говорит: ты будешь ходить и искать, и это все мне тараторит Чей это монотонно. голос? Приказывай ему проявиться. Ам, в секторе как будто магии, как будто бы Мгм. сидит какая-то сущность, какой-то человек, ну, человекообразная сущность, как прозрачно темная такая. Я Приказывай слышу, ему диктует условия. отвечать, кто он такой. Он говорит: контроль разума, как робот. То есть это программа, Кто его роботизированная хозяин? магическая программа, а хозяин его, так я приказываю ему проявиться, появляется шарик Так. черный в груди у этой фигуры. Мгм. Два хозяина у него. Так. Кто Звучит хозяева? сигма, и я вижу, как этот черный дух, который проглотил эту энергию творения, да, получается, энергия Мгм. творения моя, мое Мгм. согласие. А вот эта темная, этот спрут, этот антимир, эта темная часть, хозяин, это, я слышу, инопланетные сущности. Мгм. Вижу, как инопланетяне, как какие-то где-то там. Приказывай им отвечать, кто они такие. Они говорят, что они души умерших предков, Так. Каких предков? Чьих предков? моих. Так, считай, это истинная информация. Они действительно души твоих умерших Знаешь предков. что, это не души, это, скажем так, теневые части, то есть души, которые А, вот это как в этом ролике.
как будто бы темная сущность привязалась, да. Мгм. Вот так у души человека, если он не расторгает контракт, не прорабатывает эту свою теневую сущность, и человек переходит из воплощения в воплощение и не прорабатывает свои блоки, свои контракты не расторгает, то эти программы негативные, эти духи, сущности, это то, что я видела в начале. А, Мгм. Это те родовые программы, которые буквально говорят в генетической памяти. Так, если хочешь, проявляй их суть на свет, кто они такие на самом деле. О, я радуюсь. Я первая родилась, а сестра за мной ну, родилась вторая. Мы близняшки. И я вижу, как я увидела этот буквально как будто бы руками своими открываю дверь и рождаюсь. И говорю маме: ты не умерла, ты живая. И я слышу, что я ей дала сертификат жизни. Мгм. А ты Хорошо. стоишь и говоришь, что ты свидетель, что ты подтверждаешь. Мгм. Вот. Так. И я передаю, стою перед своей мамой, а за ней стоят как будто бы свет такой, а она по отношению ко мне в секторе магии стоит. А за Мгм. ней вот это тянется такой ворох этих негативных программ. И вот они все говорят и кричат, а я им говорю замолчать и говорю, что они всего лишь программы, которые проглотили сигму. А Мгм. сигмам передаю, то есть это божественные души, это ядро божественных душ, и я передаю им, чтобы каждая сигма возвращалась к своему, э, к своей целостной части, к своему Мгм. истинному ядру. И я передаю информацию своей маме, что она может сейчас точно так же, как и я отделяю божественное от темного неживого. Я жизнь отделяю от смерти. Я отделяю живой источник жизни от негативных мертвых программ, которые проглатывают божественную энергию. Я запрещаю отныне и навсегда, в прошлом и в будущем, выполнять волю этих негативных программ, идти по магическому пути. Я выбираю только жизнь, гармонию, процветание для себя и своего рода в прошлых поколениях и в будущих. Я восстанавливаю коны любви, справедливости, принадлежности и равновесия в моей личной энергосфере, моей семье, в моем роду. И у каждого, каждому передаю информацию, чтобы мой род и человеческий род в целом освобождался от чужеродных энергетических программ. Пусть они уходят туда, откуда пришли. И вдруг я увидела, как эта цепочка и эта черная коробка просто отваливаются и уходят, и я взлетаю вверх. И я слышу, Так. что открыла портал благополучия для себя и мира. Мгм. Посмотри, как изменилась ситуация с тем контрактом, который образовался в момент твоего рождения. Он как-то вот так скрючился и превратился вот как в этот уголек. И исчез. Вот так начал Мгм. скручиваться, сжиматься и как бы самоликвидировался. А, Проверь, полностью ли он ушел, полностью ли ты его расторгла. Я слышу, что я отрицаю в своем пространстве. Почему я так отрицаю? Их нет. Я Мгм. вижу, как будто А, бы метелка вот так метет, это все стирает. хорошо. Проверь, вернула ли ты себе свой успех. Да, я вижу, что я вот так вот такую энергию, я возвращаю свою искристую энергию, а все это чужеродное, оно хотело проникнуть ко мне. Ты видишь как? А я сразу почувствовала, что это такое тяжеловатое, обвисает. А это вот эти, к Мгм. каждой искорке, вот прямо как Мгм. присосалась эта штука. Я их всех Очищай, отправляю от полностью всего возвращай чужеродного. себе только живую, чистую, светлую свою энергию в соответствии с своим эталонным эфирным ДНК, все частички своей души, весь свой успех, все, что было разделено,
все это соединяй, Вижу, как здесь возрождай, вот так как исцеляй. вспышка пошла, и вот это все, это вот как мой род, оно сзади. Оно вот так вот отпадает, и я все чужеродное отправляю на полную аннигиляцию, передаю Мгм. информацию всему человечеству и моему роду, по всем моим живым каналам, чтобы каждая душа в моем роду и в роду всего человечества освобождалась и приняла коны Всевышнего, коны жизни, гармонии и процветания. Так, Все хорошо. чужеродное просто, и я вижу, о, и эта штука, этот клюв, вот так вот, пак, Мгм. открыл рот, и я вижу, как эта энергия просто вот так полетела, как шарик, вот, Мгм. в сектор Первотворца. И я опять слышу, а за мной полетели вот эти все ангелы, которые тут стояли возле Мгм. меня, и они так радуются и кричат что-то. Что они кричат? Она открыла! Портал благополучия открыла! И бегут Мгм. так, ну, летят за мной, и вместе. Мы все летим, увлекаемся вслед за этой сигмой, которая летит вверх, Ага. А первоисточник. что это за портал благополучия? Ну, это дверь, ла порта, это как дверь. Мгм. То есть я Мгм. открыла нужную дверь. Так. И как это повлияет на наше пространство, может, на наши жизни? Я вижу, как все вот пространство вокруг меня, вот как будто бы вот так шух, ну, как веером разворачивается под ногами, и такой, как это самое, и я беру вот, ну, где 2 ноги стоят на земле как будто М. бы, вот, и я беру, осталась там только такая, как точечка. Я Так, что слышу, это? беру, смотрю. Возвращение себя, ну, как будто бы в какое-то место, как на место. Мгм. А, а, знаешь что? А, вот это Мгм. как будто бы я выпала из, вселенского такого, там такой, как, в секторе первоисточника. Как будто бы Мгм. каждая душа имеет свое место. А, я как бы вернула Так. саму себя на исходные позиции. А когда ты оттуда выпала, что происходило? На физике или на эфирном плане? Я слышу решение богов, а, спуститься на землю. М. И вижу, как я не хочу туда идти, но я решила. И в Мгм. этот момент я вижу, как оно считывается как думы. То есть я вижу все эти испытания, которые я пройду, они считываются Мгм. как думы. Вот я вижу, вот оно здесь вот так вот. И я, с одной стороны, не хочу, но с другой стороны, вот это я слышу, возвращение домой. Эта сила, она так и считывается, сигма. То есть это как встроиться обратно в свое. Мгм. Это как, знаешь, как вот этот род божественных душ. Мгм. То есть воспринимать себя целиком, потому что мы не просто тело, и не просто сознание, мы многомерная сущность. Вот, и когда мы, вот я когда, ну, ну, это осознание ко мне, ну, давным-давно пришло, да, я это понимала и чувствовала как бы всегда, что я не только тело, но и гораздо больше. Мгм. Вот. Это как встроиться в свою семью, родную, духовную семью. Потому что я Мгм. вижу, когда человек не осознает своей духовной принадлежности и как бы отвергает эти духовные принципы любви, то он становится частью чужой семьи, семьи этих духов, программ негативных. Мгм. Так, хорошо. Проверь, полностью ли ушел этот монстр из твоего пространства. М. Где-то там внизу он что-то там скрипит, где-то говорит. Сейчас я посмотрю. Так, на чем он там держится? Где эта зацепка?
Ну, я не вижу зацепки, я вижу, почему-то идет такой образ, что его так сижу и слушаю. Так. Что ты Я слушаешь? Кого? я вижу экран, а, я слышу проблемы других, Мгм. Так. и И мне как идет, это что я как бы соприкасаюсь, с, этими монстрами, чтобы освободить их сигмы. Мгм. Так, А и что что это за слово происходит? вообще такое сигма? М, Считай, что это за сигма. То оно мне считывается как встроенное, в чужую систему. Вот эта божественная часть. Часть, Мгм. духовной семьи, которая как бы попала, то есть вот эта божественная искра, скажем так. Мгм. Так. Что ты хочешь сейчас? И хочешь ли вообще что-то сделать с этой сигмой, которая еще находится? Чужеродная матрица встроенная. Ну, я же ее достала оттуда. Так, а на что ты теперь тогда смотришь? Ну, ты же спросила, на чем оно держится. М, И я тебе говорю, что я не могу быть, как бы, полностью отстраниться от этого, потому что я слышу, что мы должны все выйти из этой Мгм. чужеродной матрицы. Хорошо, тогда, если хочешь, передай об этом информацию всем живым душам, что мы Вот мне все должны. пришло, что мы вместе пришли и вместе уйдем. Мгм. Так, хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Мгм. Проверь сектор духов, чисто ли там сейчас, то, что был экран зеркала, полностью ли Да, это все это ушло. были мыслительные ловушки, которые, на протяжении всей жизни как бы перенаправляли мою энергию и мое внимание из главной миссии, из главной цели на что-то второстепенное. Вот эти все Так, от зеркала. какой главной миссии они тебя отвлекали? Ну, а той, которую я сегодня исполню. Возвращение Прекрасно. моей Сигмы, да. Посмотри, также проверь то, что к сексуальной чакре была черный шланг, как сейчас изменилось. Ну, оно изменилось еще, когда я его увидела во время утренней, утреннего сканирования. Я его, вот эту всю ситуацию я увидела. И Хорошо. сейчас, да, это просто многоуровневый, получается, Мгм. такой контроль, да. Так. Посмотри вот этот квадратик черный, который был на уровне твоей головы, на котором Ну, мама вот еще он дышала в ушел, я секторе тебе магии. тогда говорила, что он отвалился и Мгм. ушел, да. Я Посмотри, исцеляю полностью все ли. мое пространство. Да. Заполняю эти все пустоты энергией благополучия, успеха, радости, счастья и Мгм. обретаю целостность, восстанавливаю полную гармонию, полную целостность моего всего естества, возвращаю все частицы моей души, искорки жизни со всех тех мест, где они служили каким-то негативным программам. Я получила опыт освобождения, исцеления. Благодарю себя, Вселенную за доверие и за этот путь, который я прошла и прохожу. И сказала: Мгм. баста. Что это значит? Ну, как бы вот конец. Все, хватит. Мгм. Хорошо. Посмотри, как ты сейчас выглядишь, как выглядит твое пространство. Ну да, потому что вот это, что я сказала, так баста, мне пришло, что те испытания, на которые я согласилась, они были приумножены хитростью этой темной матрицы. Мгм. Ты и на те не сильно была согласна, они еще и приумножили, да. Да, 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 да. Ну, проявляй все их хитрости на свет и призывай на них карму за Мгм. их хитрости, за все то, что они тебе устроили и вынудили через что тебя пройти.
Да, я вижу как будто бы вот этот эгрегор, на который я смотрела как бы изнутри, а сейчас он вот так вывернулся наизнанку. Я вижу, Мгм. как это, как будто бы вот эти ячейки, в которых сидели там эти души Сигмы, они вот так вот Мгм. просто вот так вот выворачиваются. И я это все чужеродное отправляю на аннигиляцию и призываю каждую живую душу, возвращаю все искорки моей жизни и моей М, души, и призываю каждому, чтобы каждый человек, каждая душа возвращала свою целостность, обретала и становилась тем, кем она есть, потоком, источником энергии, гармонии и процветания. Так, хорошо. Посмотри сейчас, как ты выглядишь и как выглядит твое пространство. Ну, я вижу энергосфера правильной формы. Я где-то так высоко. Мгм. Энергосфера правильной формы. э, Я как сияющий крылья такие, и такой вот, как точно оно считывается портал, вот такой свет в сектор первоисточника идет. Это, ну, Мгм. просто как будто бы вот так вот луч света, знаешь, бывает как... Он такой Мгм. параллельный, просто от меня вот так вот идет луч света прямо в сектор первоисточника. И что это за луч света? Ну, оно считывается, портал счастья, гармонии. Вот это, что я тебе Мгм. говорила. Мгм. Хорошо. Спроси у себя, все ли мы сегодня сделали. Да. А ты Мгм. опять говоришь, я засвидетельствовала и Это новая записала в книгу. функция у меня появилась. Что? Хорошо. Говорю, новая функция у меня появилась. Это хорошо. Мгм. Так, тогда поднимаемся максимально вверх. Да. Проверь свое личное пространство, очисти от всего чужеродного, закрой все порталы. Мгм. Наполняемся живыми энергиями любви, гармонии, радости, благополучия, богатства, молодости, здоровья. Мгм. Ты готова выходить? Да. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно,